Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости моего канала и просто те, кто случайно заглянули на мой канал. Сегодня я покажу, как и чем я укрепляю двухъярусный торт. Торт у меня свадебный. Нижним ярусом у меня будет торт под названием «Красный бархат». Как вы все заметили, под пресс я ставлю торт, укутываю его пергаментной бумагой. Сверху ложу какой-то гнет, кольцо, и придавливаю для того, чтобы торт стал стабильным, принял свою форму и потом не деформировался. Диаметр нижнего яруса 28 сантиметров, высота 15 сантиметров. Вторым ярусом у меня будет торт «Молочная девочка» с персиком. Рецепт этот есть у меня на канале, где я снимала именно видео этого яруса. Ссылочку я оставлю под видео. Высота торта у меня также 15 сантиметров. И диаметр яруса у меня 18 сантиметров. Общий вес торта с оформлением получился 7 килограмм 700 грамм. Торты я всегда собираю накануне и ставлю под пресс в холодильник, для того, чтобы начинка стабилизировалась и впоследствии торт у нас стал более стабильным, не потек, не деформировался. И после пропитки он, естественно, становится более вкусный. В качестве центральной оси для двухъярусного торта я чаще всего использую палочку для суши, которую я вставляю в центр торта. Также я использую вот такие вот палочки. Если вы заметили, это палочки для воздушных шариков, которые продаются там, где продают детские игрушки. Перед использованием, конечно, я их обрабатываю водкой. Вставляю центральную ось. Смотрю так, чтобы она была примерно посередине. И вставляю по центру также небольшое количество вот этих вот трубочек. Можно замерить одну и отрезать все другие одной длины. Но как-то мне вот так проще. Потому что торт у меня транспортироваться не будет. Никуда его не повезут. А ресторан находится в моем же доме. И поэтому прям такой, чтобы сказать, усиленной конструкции торт не требует. Но все-таки крепления торта будут прочными. Такой торт можно прекрасно транспортировать до любого ресторана. Также можно использовать коктейльные трубочки. Но мне кажется, они не такие более прочные, чем вот эти вот белые держатели для шариков. Ими я пользуюсь уже более 5 лет, и мне очень нравится. Также мне понадобится подложка. Я беру самую тонкую, какая у меня есть, двухсторонняя подложка. По центру проделываю отверстие ножом и накладываю на центральную ось. Руками тщательно приминаю, так, чтобы подложка села на те крепления, которые мы установили. И сверху уже беру руками торт. Торт у меня отпрессован, поэтому его удобно держать в руках. Он имеет довольно-таки плотную структуру. А крем у него заварной и масляный, торт охлажденный. Проверяю, чтобы второй ярус встал ровно по центру. Прокручиваю подложку. Убираю лишний крем.
для того, чтобы он не смешался с белково-заварным кремом. И наношу белково-заварной крем. Рецепт этого крема есть на канале. Я оставлю ссылочку в описании под видео и подсказочку. Крем я сразу наношу на весь торт. На выравнивание торта у меня ушло крема ровно на 1 порцию. И вторую порцию я уже сварю тогда, когда буду делать украшения для торта. Именно торт будет с розами. Я ни в коем случае не пытаюсь кого-то научить чему-то, как выровнять торт или как собрать торт, как это сделать правильно. Я просто хочу показать то, как делаю это я. После того, как наношу крем, прохожусь по крему шпателем. Там, где не хватает крема, я, соответственно, конечно, докладываю его. Сбрызгиваю торт всегда водой. И начинаю выравнивать шпателем. И иногда использую вот такую вот пластиковую карточку. Во многих моих видео вы уже видели, как я орудую именно этой пластиковой карточкой. Но она меня очень-очень выручает. И пластиковую карточку, и шпатель я постоянно мою под краном. То есть они у меня мокрые и чистые. Для того, чтобы выровнять торт белково-заварным кремом, нам, конечно, обязательно нужна вода. Выравнивать торт, конечно, можно бесконечно. Но ориентируйтесь на то, какой декор у вас будет на торте. Если это будут какие-то рюшки, завитушки, то там не требуется, конечно, такого прям тщательного выравнивания. Если это у вас будет как бы голый край, голый торт и просто цветы, но здесь, конечно, придется немного постараться, потрудиться. На выравнивание такого двухъярусного торта у меня уходит примерно около 15 минут. Слышно, как я постоянно смачиваю и смачиваю все свои инструменты. Вам, наверное, когда смотрите, кажется, что выровнять торт это очень сложно. Нет, выравнивание торта белковым кремом это, я бы не сказала, чтобы прям такой сложный процесс. Главное, чтобы ваш крем был сварен правильно. И тогда все у вас будет легко и просто. Подложку протираю, конечно. Ну и приступаю к оформлению торта. Крема я уже сварила вторую порцию. Торт у меня будет фиалковых нежных оттенков. Цветы будут с переходом с таким от темных к светлым, от светлых к таким более нежным. Сейчас я буду делать розочки. Насадку я беру свою любимую 127D. Вы ее уже видели в моих многих видео. С ней получаются более объемные, такие большие розы. Многие считают, что украшение тортов белково-заварным кремом, розами, цветами это уже не актуально, это не модно, это старомодно. Но все-таки торт с розами, он всегда остается тортом с розами. Белковый крем, он является таким бюджетным кремом.
который не содержит жира, он не жирный. Многие заказчики его предпочитают более чем, допустим, ганаш или тот же крем-чиз, который имеет такую шоколадную или масляную основу. Не все также любят сырные крема. Белковый крем остается фаворитом уже много-много лет. Вот и готова моя первая роза. Большая, объемная, фиалкового цвета. Цвет у меня топ-декор. Использовала буквально прям одну каплю. И теперь розу зафиксирую на верху торта. Торт постоянно хочет убежать от меня, потому что он немножко смещен от центра на подложке, так как по нижнему краю, по подложке будут еще цветы. И это мешает ему ровно стоять на поворотном столике. Постоянно боюсь, лишь бы он не упал. Сердце, конечно, колотится, ну а что делать? Продолжаю делать розы все той же насадкой 127D. Вот и готова у меня еще одна роза. Роза также большая. Ее я установлю на нижний ярус. Делаю основу для третьей розы. Устанавливаю ее уже непосредственно на саму подложку. Дальше к остаткам фиалкового крема я добавляю еще белого крема, для того, чтобы цвет роз стал еще более светлого оттенка. И следующие розы я уже буду делать все светлее и светлее.
Последующие розы я делаю все менее объемными, чем предыдущие, для того, чтобы у меня была такая гармоничная композиция. Скажу вам честно, у меня нет никакого художественного образования, и поэтому мне очень тяжело чувствовать какие-то оттенки цветов, сочетать цвета, красители между собой. Этого как бы не хватает. Конечно, если у кого-то есть художественное образование, то это очень-очень хороший плюс в работе. Я также не считаю себя кондитером, потому что кондитеры — это люди, которые обучались этому, у которых есть образование. А если я обычная домашняя стрепуха, украшаю торты, ну, это обычная стрепуха, домохозяйка, которая украшает торты. У меня часто спрашивают, веду ли я живые мастер-классы. Нет, потому что я считаю, у меня нет на это права. И тому, что я делаю, можно научиться без особых каких-то навыков кондитера. Просто нужно любить печь, готовить, и тогда у вас обязательно все получится. Беру насадку роза изогнутая номер 122 и делаю вот такие вот небольшие лепесточки цветочков. Цветочки, напоминающие цветок яблоньки. Таких цветочков у меня будет несколько по композиции. Беру эту же насадочку номер 121 и делаю вот такие вот небольшие цветочки, которые я добавлю к композиции с розами.
Сегодня под одним из моих видео написали такой комментарий, что все мои торты однотипные, однообразные, похожие. Ничего нового я не открыла. Но я и не пытаюсь чего-то нового открывать для вас. Я лишь хочу поделиться тем, что делаю я сама, обычная домохозяйка. Мне всегда хочется показать, поделиться, как легко и просто украсить тортик для какого-то семейного события или просто для домашнего чая. Белково-заварной крем, он считается одним из самых бюджетных кремов, поскольку там кроме яиц и сахара по сути нету больше ничего. В центр каждого цветочка делаю такую вот сиреневую серединочку. Теперь с помощью аэрографа я оттеняю все цветы, прохожусь где-то по краю лепестков, где-то серединки. У белых розочек оттеняю центр, у больших также боковые листья, чтобы некоторые цветы стали более выразительные на фоне белого торта. Добавляю нежных зеленых листочков по всему тортику. Заполняю те пространства, где у меня видны пустоты между цветами. И сейчас тортик заиграет новыми красками. Одна из моих подписчиц написала: какие же ужасные у вас листья некрасивые. Ну, я люблю свои листья, я люблю работать именно этой насадкой. И мне нравится, когда на моих тортах много зеленой листвы. Вот как-то так. Хочу отдельное большое спасибо сказать тем подписчикам, которые ставят лайки и пишут комментарии под моими видео. Это очень помогает развитию моего канала. Спасибо за поддержку. Листвы, конечно, много не бывает, но когда такой нежный тортик, желательно не переборщить с листвой тоже. Делаю вот такие вот шишечки. Делаю их той же насадкой, которой делала листья. И сейчас возьму мешочек с белым кремом, вставлю его в эти шишечки и вытяну. И у меня получится вот такой вот бутончик розочки. Впоследствии я пройдусь по нему немножко аэрографом. И такой будет нежный сиреневый бутончик.
Добавлю также шоколадных бусин. И вот в итоге вот такой вот тортик нежный у меня получился. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, я буду очень рада. Ну и вам желаю всего доброго, до скорой встречи на моем канале. Всем пока!